Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал Вязания. Сегодня я хотела бы вам предложить связать две модели кардиганов. Каждая из них имеет свои особенности, и каждая из них по-своему прекрасен. И одно отличительное качество у них: один укороченный, другой удлиненный вариант, то есть длина у них разная, а так в принципе вяжутся простыми узорами, и оба весьма-весьма привлекательные. Давайте посмотрим сейчас повнимательнее с вами первый вариант. Этот укороченный кардиган свободного покроя, с широкими рукавами. Он связан легким, мелким, ажурным рисунком, выглядит красиво, нежно и подойдет идеально для тех, кто ценит комфорт и стиль в одном изделии. Вяжется такой кардиган отдельными деталями снизу вверх, и это позволяет создать уникальную модель, которая идеально подходит под вашу фигуру, будет скрывать все ее недостатки. Такой кардиган отлично подходит начинающим вязальщицам, поскольку очень простая конструкция, он вяжется отдельными деталями, это упрощает процесс и позволяет контролировать качество работы. С чем можно носить такую вещь? Я считаю, кардиган будет отлично сочетаться с джинсами, леггинсами, создавая такой стильный современный образ, а также более романтичный он придаст, если вы будете его носить с юбками, платьями. Он добавит легкости, нежности вашему наряду. Подходит этот кардиган практически всем, независимо от возраста и типа фигуры, и очень женственно выглядит. Он подчеркнет вашу женственность, изящество, защитит от прохлады в весенние дни, в летние дни. Он теплый, нежный, воздушный и пушистый. И пряжа с ангорой, конечно, здесь в самую тему. Вы сами видите, как это выглядит красиво, изящно. Очень красивый кардиган. Укороченный такой интересный вариант. Давайте сейчас посмотрим с вами схему. Я вяжу узор для данного кардигана. Я приближаю вам данную модель. Смотрите, девочки, у нас, значит, вяжется отдельными деталями, да, как я уже говорила, и V-образный вырез по переду, две полочки. Планочка у нас выполняется по полочкам уже после сборки изделия, то есть это не цельновязный вариант. У нас утолщенный, видите, край красивый выделяется, это видно очень красиво, да. Дальше у нас ложная кетлевочка, вот так идет, тоже довольно-таки красиво по планочке. Хороший вариант придуман. Фабричный набор у нас идет, нижняя часть, видите, да, резиночка, нижняя планка изделия. Дальше вот здесь у нас применяется явно полупатентная резинка, но будьте внимательны, у полупатентной резинки другая плотность по вертикали, чем у обычной вязки лицевой изнаночной глади. Имейте это в виду при вязании. Вот здесь по рукаву то же самое у нас использует полупатентная вязка. Красиво, конечно, смотрится, но ее надо вязать, чтобы плотность совпала по вертикали, обязательно очень расслабленно. Очень расслабленно. И широкий рукав. Конструктивно, смотрите, предлагаю вам сейчас вот такую выкройку. Вот такая выкройка. Здесь вы ставите свои размеры. Как вы видите, у нас спущенное плечо со скосом, рукавчик. Здесь, конечно, нужны свои мерки. Широкий такой у нас свободный крой, и поэтому нужен довольно-таки большой запас на свободу облегания. Так, и длину, и ширину, все по своим индивидуальным меркам вам надо будет посчитать.
Теперь про схему. И, конечно же, какую я пряжу вам порекомендую. Это явно очень пушистая, нежная пряжа здесь используется, согласитесь, да? Ну, я вот вам покажу сейчас пряжу с альпакой. Идеально подойдет. И толстые такие спицы. То есть это у нас, в принципе, кардиган. Его даже можно из-за того, что он короткий, длинный жакетом, в принципе, называть. Здесь используется толстая пряжа. И я вам покажу. Спицы я брала, вязала 4,5. Вот такая схема. Очень простая. 4 ряда в высоту и 6 петель. У нас раппорт узора. Я вам сейчас покажу, как его вязать. Это тоже очень легко. Итак, мои дорогие, давайте сейчас посмотрим пряжу. Пряжа, девочки, ультра кашемир. Компания, это турецкая пряжа Гималай. 75% у нас акрил, 25 альпаки. Спицы у меня 4,5. Очень нежная пряжа, очень пушистая, красивая. И у нас идет в 50 грамм 175 метров. Вот такая красота. Так, и сам узор, который мы сейчас с вами будем вязать, я думаю, что его легкость вас просто изумит. Давайте вязать. Для вязания этого образца я набрала 23 петли. Раппорт составляет 6 петель и 4 ряда. И вязать мы будем с вами 3 раппорта подряд. И у нас для симметрии я сделала еще 3 петли слева, добавила, чтобы как начиналось, так и заканчивалось. Но это не обязательно делать, ну, просто для гармоничного восприятия вот этого узора. Итак, девочки, начинаем с вами вязать с первого ряда. Первую петлю мы снимаем, это кромочная. Дальше мы делаем накид и вяжем 3 петли одной петлей вместе, то есть 3 петли вместе. Но так, чтобы вот эта вторая петля у нас оказалась центральной, легла поверх всех. Для этого я первую, вторую петлю сейчас поменяю местами. Вот у меня первая, видите, сзади, вторая поверх нее накидывается. И когда я буду провязывать 3 вместе одной лицевой, у меня вторая будет лежать поверх всех 3. Далее делаем накид, 3 лицевые. Связали первый раппорт, повторяем. То же самое. Накид, 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли. Накид, 3 лицевые. Связали второй раппорт. Третий вяжем также накид, 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли. И накид, 3 лицевые. И как я и говорила, для симметрии, то есть как мы начинали, так и заканчиваем. Делаем накид, 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли. Накид и кромочную вяжем изнаночной. Переворачиваем и изнаночный ряд второй вяжем все петли изнаночные самостоятельно. Делаем с вами, вяжем третий ряд нашего узорчика. Кромочную сняли и первый раппорт 3 лицевые. Дальше делаем накид и 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли делаем. Накид. Связали первый раппорт. Второй раппорт также вяжем 3 лицевые. Накид, 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли вяжем. Снова накид, 3 лицевые. Снова делаем накид, 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли. Накид. И осталось у нас для симметрии 3 лицевые. Кромочную мы вяжем изнаночной петлей. И 4-й раз переворачивая ряд и вяжем все петли изнаночные.
Таким образом у нас получается с вами вот такой узор. То есть раппорт, как я сказала, 4 ряда всего. И дальше идет повтор вот этого красивого узора. Очень просто и совершенно красиво. Вторая модель у нас кардиган удлиненный вариант используется. Очень красив он в бежевом цвете, но у меня есть и другие варианты. Это фабричные изделия, которые можно повторить, связать руками. Да, у них будет несколько иной вид, но если вы возьмете тонкую пряжу, то очень похоже получится. Я нарисовала схему к данному узору, и мы с вами сейчас посмотрим еще выкройку. Конструктивно вяжется отдельными частями данное изделие. Планочка у нас цельновязанная используется, без пуговиц, с поясом. Видите, да, как сделано интересно. Этот кардиган обладает неподражаемой элегантностью, которая придает ему нежные и простые узоры на белом фоне. Сочетание рельефных вертикальных полос с ажурными полосами в виде простых, таких, знаете, но очень изящных дырочек создает гармонию и легкость. Эта модель кардигана подойдет женщинам с разными типами фигур, особенно тем, кто предпочитает романтичный и женственный стиль. Она идеально сочетается с платьями, юбками и брюками, делая образ воздушным и нежным. Такой кардиган может служить отличным дополнением и к офисному гардеробу. Я считаю, что он подойдет для создания вечерних нарядов. Чем носить этот кардиган? Я считаю, что он будет хорошо смотреться с однотонными брюками, юбкой карандаш. Он будет создавать строгий деловой образ, отлично будет создавать. Если вы хотите создать более женственный романтичный образ, то можно его сочетать с легкими платьями, юбками и длины миди. Значит, какие я вижу плюсы этой модели? Это универсальность и элегантность, которые делают данный кардиган отличным выбором для любого гардероба. Ажурные узоры, которые здесь присутствуют, придают кардигану легкость, воздушность. И я считаю, это идеальный вариант для теплых весенних и летних дней или для зимних дней, но в качестве нарядного такого элемента гардероба. И минус, в принципе, тоже, что из-за ажурных узоров этот кардиган может быть менее теплым, чем модели с более плотными материалами, с плотными узорами. Вот такая рекомендуемая выкройка. Здесь нужно, конечно, свои размеры проставить. Это классика, рукав с окатом используется. И, в общем-то, длину, ширину, девочки, по своему желанию регулируйте. Смотрите внимательно, вот это в таком цвете тоже вариант приводится. Это модель фабричная интернет-магазина. По спинке у нас тоже также узор идет красиво, интересно расположен. Пояс, мне кажется, немножко упрощает модель, но в принципе вот завязочка такая по переду довольно симпатично смотрится. Так, значит, и вот такая схема у нас идет. Смотрите, 19 петель раппорт узора, то есть у нас идут здесь рельефные полосы и ажурные полосы. Все это у нас чередуется, и получается вот такой замечательный рельеф. 20, получается, 4 ряда раппорт узора составляет. Красиво. Условное обозначение, если кому непонятно, 6 петель перекрещиваем мы налево. Треугольничек — это у нас 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Круг — это накид. Черта — это лицевая петля. Пустая клеточка — это тоже лицевая петля. Горизонтальная черточка — это изнаночная петля. И вот такой вот треугольник с наклоном влево. 2 петли мы вяжем лицевой с наклоном влево вместе. Вот таким образом. Так, и в целом очень красивый воздушный образ создается у нас. Я вам очень рекомендую его использовать. И на этом, мои хорошие, давайте с вами
вдохновимся. И я надеюсь, что сегодняшнее мое видео будет для вас очень полезным для нового проекта. Возможно, послужит идеей. До новых встреч!